Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами научимся вязать вот такую вот сумку. Вяжется она легко, просто, очень даже быстро. Вязать мы ее будем узорами косые галочки. Вот такие вот у меня, видите, пришивные ручки. Дно мы будем вязать тоже сами. Дно у нас будет укрепленное. Сейчас покажу внутри. Видите? Внутри дно другого цвета. Сделала специально, чтобы вам было более понятно и все более-менее хорошо видно. Итак, вот такая вот у нас сумочка получается. Вязать мы ее будем из полиэфирного шнура 3 мм. Уйдет приблизительно метров где-то 380-400, то есть все зависит от плотности вашего вязания, плюс от того, какую высоту сумки вы захотите. То есть чем выше сумка, тем больше расход пряжи получается. Такую сумку можно связать из любого вида шнура, то есть это может быть 3 мм, как у меня, 4, 5 и так далее. Все зависит от вашей фантазии. Также эту сумку можно связать и из пряжи. Тогда наш вот этот вот рисуночек косых галочек будет видно намного лучше. Сейчас, вот, не знаю, на камеру получится передать, не получится, но вот такие вот аккуратные, красивые, ровные галочки наискосок очень интересно смотрятся вообще в итоговом варианте сумки. Смотрите, вот у меня она более-менее мягкая, мне она такая и нужна была. Соответственно, если вы выберете шнур 4-5 мм, то ваша сумка будет намного лучше держать форму. Ну, также и от производителя шнура это тоже зависит. Чем плотнее шнур, тем, соответственно, лучше форма. Мне нужна была именно мягкая форма, поэтому я взяла шнур 3 мм. Также нам понадобятся ручки, то есть ручки могут быть разные, у кого-то пришивные, у кого-то на карабинах, у кого-то на кнопках, то есть здесь дело выбора каждого, то есть что нашли, то и пришили. Вот. Чтобы сэкономить время, я не буду в этом видео показывать, как вязать наше дно. У меня есть отдельное видео на канале, где я рассказываю, показываю, как вообще вязать овальные донышки. И, в принципе, это видео я сняла по примеру вот этого донышка. Так что ссылочку я вам оставлю ниже в описании. Также вот здесь где-нибудь прикреплю в подсказках. Переходим, вяжем 2 таких донышка и давайте перейдем к вязанию. Итак, для вязания нашей сумки нам понадобится 2 вот таких вот дна. По размеру у меня получается, давайте вот на этом измерю, 29,5 сантиметров на 12 сантиметров. Второе дно у меня такое же, просто связала я его из контрастной пряжи, чтобы вам было видно все вот эти соединения. То есть, когда я буду соединять 2 донышка, чтобы вот здесь вам было видно все детали обвязки. Теперь, по желанию вы можете оставить дно одинарным, да, то есть не укреплять его и сделать такую более бесформенную, да, так скажем, сумку. Я же хочу, чтобы у меня дно прям четко стояло, никуда не выпрямлялось, не вытягивалось, то есть я его буду укреплять. Для этого мы выставляем донышки изнанкой друг к дружке. И для начала мы их соединим вот здесь вот по центру. Для этого мы возьмем нить из нового мотка, чтобы не обрезать вот эту вот нашу. И вставляем крючок вот здесь вот, видите, самый центр. То есть вот эта вот дырочка, из которой мы вывязывали первые наши 3 столбика поворотных. Вставляем крючок насквозь в нее. И вот здесь есть такая же дырочка из 3 поворотных столбиков в нее. Все это дело хорошенько придерживаем. И вот у нас есть такой хвостик. Берем, одеваем его на крючок и вытягиваем на эту сторону. Сделать это будет немножечко неудобно. Конечно, больше неудобств именно из-за того, что я делаю это на камеру. Вам будет немного проще. И теперь следующая дырочка, вот она, под следующими нашими столбиками. То есть все эти дырочки, в принципе, очень хорошо видно, да, если мы откроем, вот они, вот 1, 2, 3 и так далее. То есть соединительными столбиками мы проходим через каждую дырочку.
где она у меня тут, захватываю нить, вытягиваю ее сюда и провязываю первый соединительный столбик. Вот здесь вот эта петелька будет немножко распускаться, но вы не переживайте. Вот за счет этого хвостика мы ее можем подтянуть. Далее следующая дырочка. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем еще один столбик. Следующая. И еще один. Еще один. И так далее. Таким образом мы с вами довязываем до вот этого вот момента. То есть вот здесь вот у нас последняя дырочка, откуда мы вывязывали с вами 3 поворотных столбика. Вот я довязала до конца, до самой последней дырочки, и теперь обрезала нить. Вытягиваем наш хвостик на эту сторону. Теперь смотрите. Вот, кстати, собственно, для чего я сделала наше дно контрастным, чтобы вы видели все вот эти вот петельки ровненько, аккуратненько и правильно. Теперь вот здесь вот вводим крючок в самую вот эту вот последнюю петельку. Вот так, видите, откуда у нас выходит вот эта ниточка. Одеваем ее на крючок и вытягиваем на эту сторону. Вот так, хорошенько это все подтягиваем. И видите, здесь ничего не видно, и здесь ничего не видно. Ровный, красивый, аккуратный ряд, который скрывает все наши дырочки вот здесь посередине, во-первых, и во-вторых, соединяет 2 дна. Все вот эти ниточки желательно спрятать именно сейчас, то есть продеть их внутрь, и вот здесь вдоль по вязанию их спрятать, чтобы они не мешались нам. И после этого мы с вами обвяжем дно вот здесь по кругу точно так же соединительными. Вот смотрите, спрятала я все свои ниточки, и вот так вот будет выглядеть наше соединение. Ну а теперь будем обвязывать наше дно вот здесь вот по кругу соединительными столбиками. Точно так же вот эти ниточки мы пока не трогаем. Берем тот же самый отрезок, который мы вытащили из середины мотка или начали из нового мотка. Вставляем крючок где-нибудь вот здесь вот рядом с нашими столбиками. Вот таким вот образом насквозь через вершину вот в этом ряду и следующую вершину в соседнем донышке. Одеваем нить на крючок и вытягиваем петельку. Оставляем здесь небольшой хвостик, чтобы закрыть ряд. И теперь точно так же соединительными столбиками нам нужно будет обвязать по кругу полностью все наше донышко. Так, хвостик уберем, берем рабочую нить. И теперь, видите, в соседнюю вершину мы вставляем крючок здесь и здесь. Вытянули петельку, протянули соединительную петлю. Следующая вершина здесь и следующая вершина здесь. Протянули. То есть, если вы вязали оба дна абсолютно одинаково, у вас должно быть одинаковое количество вершин. И поэтому у вас должно быть одинаковое количество столбиков, так что не бойтесь. Если, кстати, если вот после этого вы, после того, как обвяжете свое дно, и у вас останется где-то одна петелька, значит, какой-то из донышек вы связали неправильно. Либо пропустили где-то столбик, либо наоборот сделали лишний. Старайтесь сильно петли не затягивать, когда обвязываете дно, чтобы вязание наше не стянулось. И вот таким вот образом обвязываем полностью все наше дно по кругу. Вот что у нас с вами, видите, получается. И вот так вот наша обвязка выглядит внутри. Видите, вот поэтому сделала опять же одно другого цвета, второе, чтобы вам было более-менее хорошо все это видно. Если у вас, допустим, вы решили сэкономить или еще что-то, и у вас тоже также будет дно из другого цвета, из другой пряжи, следите обязательно за тем, чтобы вот количество столбиков либо совпадало, либо где-то там в одну петельку 2 сделаете, либо еще что-то. Ну, у меня вот, например, количество все совпадает, я вязала из такого же шнура, просто другого цвета. Обвязываем свое дно до конца. И переходим к вязанию стенок нашей сумочки.
Итак, я довязала до конца ряда. Вот здесь вот я обрезала уже ниточку. Вот он наш хвостик с начала ряда, и вот он хвостик, который мы закончили вязание. Вытягиваем этот хвостик полностью, и теперь смотрите, вот здесь под самую первую петельку мы вставляем крючок и вытягиваем наш хвостик. Далее вот здесь вот смотрите, в последний столбик здесь и последний столбик здесь, видите, вот он. Но так нужно, чтобы выйти вот здесь вот в нашу последнюю воздушную петельку, вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону. Вот что у нас с вами получается. Все это дело хорошенько подтягивается, и здесь никаких соединений не видно. Вот оно, наше красивое дно, которое будет снизу. Вот эта часть у нас остается внутри. Вот эти вот все ниточки нужно спрятать. То есть вот здесь вот мы их можем просто хорошенько завязать, затянуть и потом спрятать внутри вязания вот здесь вот. Ну и вот как это у нас будет выглядеть. Все свои ниточки я спрятала вот сюда внутри, в дно. И вот так вот выглядит наше донышко. Очень плотное и шикарно держит форму. Так, кстати, у нас еще укрепляет подошву на тапочке. Теперь смотрите. Для вязания наших стеночек мы возьмем крючок номер 5, чтобы он был побольше. Крючок номер 4 мы брали именно для того, чтобы вот здесь вот наше дно было как можно плотнее связано. А теперь вот здесь вот видите, вот они наши идут воздушные петельки, и вот здесь вот они с краю косички от нашего донышка, то есть вершины вот этих вот столбиков. Мы вставляем крючок вот таким образом под эти вершины и захватываем нить, вытягиваем посильнее и провязываем первый столбик. Первый ряд мы с вами будем провязывать полностью столбиками без накида за вот эти вот вершины наших столбиков от дна. Вот таким вот образом. Вот так. Ничего такого сложного в этом нету. Прибавки мы уже не делаем. То есть просто столбиками без накида мы обвязываем всю нашу сумочку. Вот таким вот образом это будет у нас выглядеть. Вот эта вот косичка у нас осталась снаружи. И вот здесь наш ряд первый мы поднимаем за вершины от вот этих вот столбиков. То есть таким образом мы довязываем ряд до конца, закрываем ряд точно так же вот этим вот нашим хвостиком. И я покажу уже вам, как связать наш рисунок. Итак, вот что у нас с вами получилось. Я провязала первый ряд, закрыла его хвостиком. И теперь переходим к вязанию самого рисунка. Если обычно мы галочки вяжем в раскол, то есть выходим, так скажем, давайте вот здесь засунем, ровно посередине, да, видите, то сейчас мы будем вязать только за вот эту вот стеночку, вот так вот. И вот сюда под вершину. То есть вот таким вот образом мы будем выходить сбоку от середины. То есть мы будем вязать косые галочки. Находим, вот он наш последний столбик, вставляем крючок вот таким вот образом в середину, захватываем нить и вытягиваем первую галочку. Далее снова вот сюда в середину. Здесь проверяем, чтобы не в раскол. Раньше мы проверяли, чтобы выйти в раскол. Теперь мы вяжем косые галочки, и нам не нужно вязать в раскол. Вот таким вот образом вяжется весь наш рисунок. То есть мы заводим галочку в одну сторону, сзади проверяем, чтобы выйти не в раскол, и вяжем вот такие вот косые галочки.
Если ниточки наши перекручиваются, ничего страшного, это все дело поправляется. И таким образом вяжем до конца ряда. Обязательно проверяйте, чтобы выйти не в раскол. Вот так. Итак, я довязала свой ряд до конца. Вот как он выглядит у нас сейчас. Пока не очень хорошо видно рисунок, и то он уже проглядывается. Теперь находим нашу последнюю петельку, последний наш столбик, и точно так же мы вставляем крючок вот за вот эту вот переднюю петельку. Видите, вот она у нас выходит, так как она у нас не законченная, ряд мы закрывали хвостиком. Опа. И вытягиваем первый столбик. Далее все просто. Точно так же мы заходим сначала за вот эту вот переднюю стеночку, вытягиваем и провязываем. Далее снова сюда, под вершину, и главное, не в раскол. Все очень просто. За одну стеночку, за вот эту вот крайнюю левую стеночку и под вершину. Вот так вот выглядит наш рисунок. Такие вот косые галочки. Смотрится это в готовом полотне вообще шикарно. И вяжется к тому же очень-очень просто. Вот так. Таким образом вяжем до конца ряда. Закрываем ряд и вяжем дальше. Ну, так выглядит наш рисунок на третьем ряду. Получается первый ряд просто галочки, второй ряд рисунок, третий ряд рисунок и четвертый ряд мы продолжаем вязать по рисунку. В последний столбик вставляем крючок и вытягиваем новую петельку нового ряда. И точно так же по рисунку продолжаем вязать столбики без накида за левую стеночку нашей галочки. И не забываем проверять, потому что я уже несколько раз сама ошиблась. Вроде как вяжешь, и все равно попадаешь в раскол, поэтому обязательно проверяйте. Конечно, вот сейчас уже, когда 2 ряда провязала по рисунку, уже рисунок сам не всегда позволяет попасть именно в галочку, то есть в раскол. И поэтому уже в этом проще. Но в самом начале, когда вяжешь именно первый ряд, да, рисунка, тогда уже намного сложнее. Вот видите, как выглядит наш рисунок. Ничего такого сложного в нем нету. Самый простой, самый обыкновенный и очень интересный. Таким образом вяжем без прибавок на нужную нам высоту сумки. Итак, я связала нужное количество мне рядов, у меня получилось 30 рядов в высоту. Если вам такая высота не нравится, то есть вы хотите повыше сумочку, вяжите еще столько, сколько нужно, либо если вам нравится покороче, то есть вы можете связать меньше рядов. Все это зависит от вашей фантазии и от размера вашего донышка. То есть чем меньше донышко, тем меньше рядов, чем больше донышко, тем больше рядов. Итак, после того, как мы закончили нашу сумочку, нам нужно с вами провязать один ряд с соединительными столбиками. Берем крючок, вставляем под самую первую вершину, которая у нас идет, вытягиваем воздушную петельку, не провязывая, вставляем крючок под следующую вершину, вытягиваем вторую петельку и протягиваем их друг через друга. Далее следующая вершина и протянули, следующая вершина и протянули. Вот что у нас с вами получается. Вот такой вот ряд с соединительными столбиками. Таким образом нам с вами нужно провязать до конца ряда. Итак, смотрите, после того, как мы с вами довязали до конца ряда, у нас осталась последняя петелька. Нить я уже обрезала и вытянула ее на эту сторону. Вот смотрите, что мы теперь делаем. Точно так же, как мы закрывали с вами все предыдущие ряды хвостиком, мы вставляем крючок вот таким вот образом под нашу самую первую петельку, то есть за обе ее стеночки. И вытягиваем
нашу петельку на эту сторону. Видите, у нас уже такая незаконченная петелька получается. Далее нам нужно вот здесь, вот смотрите, вот с этой стороны, откуда выходит наша вот эта петелька, сзади вставить крючок таким образом, чтобы он вышел у нас вот здесь вот ровно посередине нашей петельки. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот законченный ряд. Красиво все и аккуратно. Теперь вот этот хвостик, которым мы закрывали ряд, вот этот хвостик, который мы с вами обрезали только что, мы их с вами связываем и прячем в вязание. Ну и вот в принципе все. Наша сумка готова полностью. Осталось только пришить ручки. У всех ручки разные, у кого-то они на кнопках, соответственно, мы оставляем для кнопочек, для того, чтобы продеть наши ручки. Вот здесь вот дырочки, точно так же, как мы с вами вяжем, когда рюкзак, чтобы вставить утяжку, делаем дырочки. То же самое и здесь. У всех пришиваются по-разному, то есть количество дырочек разное, да. Вот смотрите, у меня вот такие вот дырочки, у кого-то они побольше и пореже, у меня они маленькие и почаще установлены, то есть у всех разные ручки, у кого-то они даже будут на карабинах. Одеваем наши ручки и хвастаемся новой сумочкой. Итак, сумка готова, я пришила ручки, как обычно, вот такой вот нитью для кожи. Она очень удобна, видите, кончики подплавил и ничего не распускается. Пришила обычными стежками, ничего в этом сложного нету. В чем способ, да, правильных распределений? То есть мы вот так вот визуально раскладываем нашу сумку пополам, отмеряем вот так вот края, видите, у меня маркерами отмечены мои края. И у меня получилось, смотрите, если вы вязали точно такое же донышко, как и у меня получилось 84 петельки, то есть 84 столбика по кругу. Я поделила пополам, у меня получается вот маркеры на двух столбиках, и вот с этой стороны и вот с этой стороны у меня по 41 столбику. То есть я отступила от этого маркера 10 столбиков, сюда пришила эту ручку, от этого маркера 10 столбиков, сюда пришила эту ручку. То есть ничего сложного в этом нету. Точно так же вы пришиваете свои ручки, как вам удобно, как вам интересно. То есть можно пришить, видите, крест-накрест сделать здесь, можно вот просто как у меня стежками. Если у вас на кнопках, одеваете на кнопках, на карабинах и так далее. То есть все зависит от вашей фантазии. Ну вот в принципе и все. Вот такая вот сумка у нас с вами получается. Очень удобная, вместительная. Смотрите. Вот так вот выглядит наше дно. Сумка очень удобно складывается. То есть мы ее можем вот так вот завернуть и положить куда-нибудь в чемоданчик и так далее. Теперь, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях, я отвечу всем. И если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кстати, можете прямо сейчас перейти на канал, там есть очень много других разных видео, поэтому всем спасибо и пока-пока!